Всем привет! Сегодня любезно согласилась нам показать стрижку на себе Татьяна. Спасибо ей большое за это. Сначала мы с вами смотрим структуру волоса. Так, значит, со структурой разобрались, височки мы с вами увидели. Смотрим дальше наши нюансы. Вот у нас здесь волшебные две макушки. Одна. И вот она у нас идет вторая макушка. В общем, здесь у нас две макушки. Здесь вот можно сделать его визуально красивым, будет лежать. Так что все это можно оформить. Мы с вами перекладываем волосы и смотрим, на какую сторону пойдет больше челка. Оттянули и сразу дорабатываем длину. Потом все равно доработка будет на сухие еще раз. Я вам покажу. Видите, у меня перемещается объем ниже. Мне надо объем выше. Значит, соответственно, мне нужно сделать какой угол? 60. Давайте проверим. Ставлю я 60 градусов, натяжение у меня в голове 90, и мы отрезаем. Контрольные свои я вижу. Соединила. Делим свою только что простриженную зону пополам. Переходим за прядью. Дальше свои контрольные точки я вижу. Вот она одна, вот она вторая. Соединяю. Вот видите, он хвостик остался, его я не зарезаю. Просто чуть-чуть поинтингом мы с вами подравниваем линию, если на то требуется. Обязательно у нас проверка лево-право. Вот эту линию я должна продолжить. То есть я отчесываю прядь, у меня 90 в голове. Свою линию вижу и ее же продлеваю. Перешла за прядью. Контрольные точки вижу. Соединила. Последнюю подчесала, подтянула. Поэтому вот это мы с вами будем прорабатывать уже в конце, в самом, когда волосы сделаем, когда волосы посушим. Потому что нам нужен объем не вот в этой, не в нижней затылочной зоне, а именно в верхней затылочной. Поэтому вот эту зону мы с вами будем еще прорабатывать. Извинения. Почти что практически ровная будет. Потому что если мы будем переводить, видите, не сильно большая разница. И мы с вами подтягиваем все к последней пряди. Насколько, естественно, хватает длины, мы с вами выходим сюда, потому что мы сейчас окантовку будем с вами задавать. Поэтому мы с вами задаем новую линию свою, которую мы планируем. Видите, я длину постаралась сохранить. Поэтому мы отчесываем вниз, ищем, где у нас задана длина. И продолжаем нашу длину. Почему мы с вами выровняли вот эту зону? Потому что она должна одинаково давать нам объем. Контрольная прядь у меня, как вы помните, она уже есть. Параллельно полу я отчесала все. Свои точки я вижу, соединяю. Потому что когда я буду делать челку, я буду уже прорабатывать это все к лицу. Напрягаю и все волосы, все абсолютно одним захватом. Я подтягиваю к своей контрольной пряди. Видите, я простригла пока только в длинную сторону. Короткая у меня еще осталась. Пробор у меня, как видите, уже сделан, задан пробор. Височек свой не зарезаю, потому что у меня длинные височки. Длину челки мы с вами всегда можем доработать уже в сухом виде. Начинаем дорабатывать стрижку. И теперь давайте посмотрим в первую очередь на нашу челку. Видите, как она ложится. На мой взгляд, вот эту зону у лица надо делать короче и легче. Но не убираю висок, потому что у меня все-таки каре. Хоть и короткая, но каре. Также глубоким поинтингом облегчаем. Мы с вами не убрали длину, но в то же время сделали более легкую зону в области виска. Волос также мог легко ложиться и в другую сторону. Мы с вами должны проработать окантовку так, чтобы она зрительно красиво смотрелась. Не делайте топориком, так как у нас с вами стрижка достаточно легкая. Затылок у нас тоже должен быть достаточно легкий. Поднимаю волосы и прорабатываю. Нам главное, чтобы объем переместился в нужное нам место, но не сильно. Вам надо немножко, пару волосинок всего срезать. Поэтому сейчас мы с вами покажем со всех сторон, что у вас получилось. Так, а вот наша Татьяна теперь получилась такая.
Ну, хоть улыбнитесь, Татьяна. Так, вот наш затылок с вами. Смотрите, но у нас, по-моему, прям он достаточно объемный получился, прекрасный. Вот видите, мы с вами перенесли объем туда, куда мы хотели. Вот давайте посмотрим сбоку. Видите, у нас объем получился именно в нужном нам месте, то есть в верхней затылочной зоне. Видите, можно за ушко убрать. Там это уж как захочется. Можно не убрать. Можно короткую сторону убрать, а то оставить. И как раз ваш вот этот вот височек вылезет. Ну вот, смотрите, какая куколка.